Burning Man, что же это такое? Я потратил около 10 тысяч долларов. Как это вышло и можно ли было меньше? Зарядили 3000 долларов. Все, что вы можете привезти из России, берите. Этот выпуск будет не совсем о Берни, а о подготовке к нему. Текущая цена билетов 2200 долларов. 5 раз дороже. Бернеры, как саранча, смели просто все. Я уже представляю, что будет пиздец, а вы еще не представляете. But we're coming to gangbang. You are watching E! News. That's how low you've sunk. Краткая история того, что происходило со мной за последние пару месяцев. У меня сломалась влогерская камера, она до сих пор в ремонте, и я почти ничего не снимал это время. Я выписал вторую коллекцию одежды, и там в этот раз помимо футболок с новыми принтами, вот тоже еще один кофт с забралами. Леггинс, штанов, топиков, маек новых, мантий. Сейчас доехали еще маски для сна и зонты. На этом деле я так выгорел, что успел заработать легкую депрессию и даже начал искать психиатра, который бы выписал мне селективные ингибиторы захвата серотонина. Но с этим состоянием я справился сам, ведь я такой умный и бла-бла-бла. Про виды депрессии, как можно из них выходить, поговорим в один из следующих разов. Шмот тот, который на мне и который я показывал, можно купить на сайте. Специально для вас давайте придумаем сейчас промокод на 11%, допустим. Я сгонял в Петербург, который приехал Дима, чтобы побухать. Залил там MacBook вином. Сгонял в Минск на свадьбу брата и сгонял в Екатеринбург на международный боксерский форум. Все три города мне очень понравились, тем больше я обломался, что не снимал там влоги. Последней каплей стал Минск, и я все-таки купил вот эту вот пиздюльну, которая умеет снимать слоумо 120 кадров в секунду Full HD и даже 4К она умеет снимать, но нам он не понадобится, наверное. Это Sony Cybershot RX100 Mark V. Все больше Sony в моем ассортименте. Герди сделали операцию, какая-то новость, и теперь она не сделает меня богатым своими щенками. И на этом, пожалуй, все. А теперь обратно в Лос-Анджелес. Чувствую запах русятины. Днем рождения! Алло, мужик! Как дела? Как слетал? Всех телок отжарил или нет? Или оставил мне там? До чего дошел прогресс? Мне кажется, он мне факт показал. Вот так вот. Чё, ты не знаешь слов? Что все времена, все я знаю. Нет, это там. Ебать. А это со Второй. словами. Неделя до Бернингмена, едем за шмотками. Burning Man, что же это такое? Когда-то, сидя в Москве, я думал, что это самый большой техно-рейв-фестиваль в мире, самый крутой. Но это не так. Burning Man не является фестивалем, и он не посвящен музыке. Это город, который каждый год на неделю возводят в пустыне, и в который люди приезжают под знаменем самовыражения. Кто-то делает это, упарываясь под техно, кто-то проводит время в орджи-доме. А кто-то привозит туда своих детей и жарит стейки под навесом. Спустя неделю город исчезает. Все деревянные конструкции сжигают, весь мусор увозят. Не оставляют даже крышечки от бутылок. Таким образом, как раз через месяц в октябре нашли мою потерянную камеру. Прикиньте, ее реально нашли в октябре. Этот выпуск будет не совсем о Берни, а о подготовке к нему. На камере, которую, как некоторые из вас помнят, я потерял на 4-й день тусовки по пьяни, оказалось 100 гигабайт материалов. И думаю, сегодня сюда влезет лишь вот эта часть до открытия. Вот подготовка, логистика, деньги. Все, что вне этой территории, я снимал. Но, думаю, все равно получится длинно, посмотрим. Мы приехали на Мелроуз, здесь куча магазинов с нормальными вещами, и вот это рынок, туда огромная очередь. Вон, Дима не хочет стоять в очереди, он пошел в обход.
Очень много модных ребят. На этот рынок платный вход, зато очень много девчонок здесь. Здесь даже мебель продают. I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Начнем с того, чтобы я хотел сделать доминантой этого влога. Я потратил на Burning Man около 10 тысяч долларов, и когда посчитал, то потом я просто охерел. Как это вышло и можно ли было меньше? Ну как вышло? Я просто дурак, и да, можно было меньше. Давайте же разберемся, как именно. Самой тупой, на мой взгляд, статьей расходов на Burn для меня стали шмотки в том году. Вы, возможно, помните, что у меня полно шмотья для туз. Более того, я начал заниматься выпуском своих шмоток, потому что вы меня годами спрашивали про мои луки. Я на этом реально заморачивался. И, естественно, я ничего с собой не взял летом в Америку, когда ехал на днюху к Диме. Просто ничего. В итоге в последние недели мы занялись этим вопросом, вернее последние дни, и поехали искать шмотки в самом дорогом городе Америки, естественно, когда уже цены в 200 раз были выше накануне Бёрна. Пустыня, в которой происходит наше событие, весьма экстремальное место. Ночью там может доходить до 0 градусов температура, а днем заходить спокойно за 30. Шмот таким образом должен не только визуальную какую-то нести составляющую, но и функциональную. По-русски говоря, у вас должна быть шуба на ночь и днем какое-то легкое шматье. Здесь, оказывается, полрынка, все едут на Burning Man. И в основном на этот рынок пришли за шубой. Непонятно, что здесь можно еще купить, но на самом деле много чего есть. Но шуба must have, потому что в пустыне ночью будет очень холодно. Здесь так много японок. О май гад. Нашли тут шубы. Почем у нас нынче? Вчера Мэй сказала нам, что здесь можно купить даже норку за довольно дешевые бабки. Куртки 25. Не может быть такого. Это вот эти. Да, но она с короткими рукавами какая-то гейская совсем. Это вообще бархат, что это такое? Это не мех. Ты ходишь не гейскую шубу, да? 60? But it's all for women, right? Yes. Do you know where you can find something for men like that? 40-50 баксов. Да, спасибо. Сколько стоит такая шуба? Это шуба для других 60, а для тебя 50. Спасибо. Вау. Как она мне? Ничего так, коротковато? Вообще красавец. Вообще. Жених как на свадьбу. О! Жир. Такой вариант. Заработал. Y ahí nació, el hombre descubrió a la mujer. Знаешь, как очки стоят? 50 баксов. Вот это типично бёрнерская штука. Просто кусок говна какого-то на руке. Такой в стиле Бернинмена. First attempt. Огонь. Посиди, теперь Диму не распознает. Нормально, брат, скажи честно. Хуйня полная, брат. А шляпа? Шляпа вообще гейское говно. El amor viaja en metro, yo lo persigo por reforma en mi bici azul. Quiero que una chava me quiera, me haga el paro, pero es difícil, soy un tipo raro. Дима пошел на охоту. Как два еврея теперь, Петя. Кудряшек здесь не хватает. Как два дауна. Слушай, я думаю, Панаму лучше взять, просто нормальную. Начальник. На бутылку сажатель. А вы откуда вы, ребята? Мы из Москвы. Почти 400 баксов стоят кроссовки. Нам такие же. Чур я сзади. Все покупают все байки, коляски и всякую хуйню здесь. Здесь целая толпа людей. И во всех вообще байкерских магазинах сейчас вроде давка. Эти выбрали, да? А те остались. Мы берем фиолетовый, Так. мы берем вот этот черный, и мы берем вот этот белый, и, по-моему, все. Так, и сколько они хотят за них? Я скидку из них пытаюсь достать. Так, вообще, А вы так еще и они сколько блогать будете по хотели? этому делу. Пытаться, да. Ну, как бы мы здесь, как бы, потому что мы покупаем 10 байков. 120 не хотели изначально, Да. но это Ну, на смотря любой из какие. них? Что с ним? Вот. Все попробовать? Не, он перестал ездить просто. Он как бы пыль очень сильно попадает туда и забивается. Поэтому желательно брать то, что легко двигается, чтобы хотя бы подешевле. Я еще думаю, взять запасной велик, если все-таки
это вообще не вариант, да? Вообще не вариант. Нет, ну просто ты пешком, ты 8 миль, понимаешь? Колеса у него поспущены, но вроде едет пока. Бэушный велосипед стал мне в $70, и я посчитал это очень удачной сделкой, хотя потом понял, что можно было купить новый за $50, но еще спустя какое-то время я открыл себе глаза и понял, что лучше бы я потратил в 10 раз больше денег на кое-что более предприимчивое. Я потом вам расскажу в следующий раз об этом, уже с живыми примерами. Вновь мы вернулись на Melrose, потому что 2 дня осталось до Burning Man, а у нас ни шмоток, ни ботинок, ни билетов. Кроме шуб. Билетов даже нет. Нет, мы еще велик купили. А, шубы и велик. Сегодня постараемся что-нибудь купить, чтобы не выглядеть как додики, вот как обычно. Посмотримся в пустыне. Прям яблоко, да? Ага. Запашок такой здесь. Индийский. Да, здесь у тебя один глаз будет слева. Не, на неделю такое, конечно, странно брать. Знаю много самок, которые прям молятся на эти камешки, как не в себя, обычные соли. Что почти не изменился, Дим. Как это виноват? Так, как обычно, так и смотришь. Настоящий орел. Да. Можно даже в городе носить такой, мне кажется, так идет. Запахи становятся все хуже и хуже от магазина к магазину. Мы пытаемся найти что-то более-менее. Ну а давай, да. Оцените, панамка $90. Сколько стоит он? 500. Заебись, да, в пустыне бегать. В общем, мы ходим час, пока Дима только увидел себе какую-то майку для будних дней синюю, а я себе нашел кепку тоже не наш Burning Man. Халаты, 2 халата мы нашли. Халаты Версачи. за сколько? 500 баксов? 500 баксов. Как-то что-то не очень хочется, да. В 5 раз дороже, чем наши шубы. Нашли какой-то садомаза магаз. Здесь куча ботинок. Вот они, Федя. Рыбы твоей мечты. Что за бабская утеха? Что-то я не вижу здесь мужского, ничего такого вот, чтобы подходило к моему тестостерону. Вот эти красные, мне кажется, норм. 400 баксов. Да ну нахуй. А ты что думал? Короче, это какие-то испанские ботинки, очень дорогие. Они тут все по... Эти 600 стоят. Что-то как-то не хочется, да? Пока что 600 баксов на ботинки. На одну неделю. Может, даже Марс 169. То же самое. 170 примерно. Ну, хотя бы уже есть какие-то приближения, да? Что-то это секонд-хенд, да? Ну-ка, давай чисто на скидку. 23 бакса. О! Как бы, Берем. честно скажу. Говно. Что ты там Вот говорил оно, про... нашли. Короче, мы прочесали всю Melrose, это такая специальная улица со шматьем в Лос-Анджелесе, и нашли там самый клевый магазин. Там были очень крутые шмотки, очень веселый персонал, их владелец, это какой-то гей-дизайнер Рианы, он просто продавец от бога, накидал на нас 200 луков, вот так, надень это, нам все понравились. Твой отдел, говорю. О, ну вообще. А он мой отдел сверху висит. Ну вообще. Кстати, смотри твои глаза. 600 баксов? 589. Ну, если яхту продашь, можно купить будет. Шуба четче, чем у нас вообще. Розовая есть, белая. О, вон вот это. Тигр. У
is that thing? I want to stick it in my vagina. Он про это что говорит. One for you, one for me. I haven't been there. Well, all this. 895. Брат, вы зря шубы купили, ты Да, посмотри. вообще. О, Но эта штука стоит Всё. как 8 твоих шуб, я уверен. я беру себе. Well, actually, you know what? That fucking sweater. Парни взялись, короче. Bring me a drink, a line of cocaine, and 2 transvestites now. Погнали. Всё. О, look at it. Вообще огонь. Шикарно. Все было замечательно до тех пор, пока мы не начали считать ценники. See his face? Я шучу. Мы зарядили $3000 за его. Ну скидка 600, нормально, бро. You just want to take some stuff off? Короче, пару тысяч долларов лично я мог сэкономить на шмотках в этот раз, если бы я хоть чуть-чуть их привез из Москвы. Вообще все, что вы можете привезти из России, берите с собой, потому что вы дико сэкономите деньги. Вместе силы на Melrose, дамы и господа, вот это вот, кажется, какашечная точка. Короче, как не стыдно признать, нас тут голубой человек нагнул немножко с Димой. Не хочу даже говорить, сколько мы денег оставили в этом магазине. Последний день, сегодня уезжаем на Burning Man. Дмитрий меня балует, привел в магазин, где все продается по 99 центов. Вот это да. Это если бы мы вчерашний бюджет на шмотки потратили в этом магазине, мы бы купили, наверное, пару рядов. Все, отчаливаем мы наконец на Burning Man. Под вопросом, еще успеваем ли мы взять RV. Мы еще не купили билеты, но надо рисковать, пробовать. Что дальше? Дальше RV. Жить в пустыне можно по-разному. Если вы помните, таксист в Нью-Йорке агитировал за палатку. В этом случае вот вы будете возвращаться уставший, пьяный, с сушняком домой в 10 утра. И вы будете ложиться спать в 30-градусную пыльную херню. Вот просто представьте, как спать после тусовки в 30 градусов на жаре, в духоте, потным и вонючим. Естественно, ни о каком душе там не идет речь. Вы будете срать и потеть всю неделю. Ну, дальше я оставлю это на вашу фантазию. Если вас это устраивает, вполне себе можно так пожить. Но мы решили, что мы слишком стары для этого дерьма. И мы сняли RV. Это такой огромный грузовик с несколькими раздвижными комнатами, кроватями, столом для еды, холодильником, плитой и душем. И кондиционером, естественно. Нормально можно снять RV $1000 за $3 и даже дешевле. Мы это сделали в последние дни, поэтому нам это стоило $7000. И плюс из-за того, что у нас тусила вся русскоязычная тусовка просто бёрная, она там жрала, она там пила, они все ходили в башмаках пыльных, курили. В общем, там был полный срач, просто дичайшая вписочная хата у нас была. Нам еще зарядили штраф $1000, когда мы сдавали этот RV. В итоге вышло все 8000 на нас троих. Как мы видим, на этой статье я тоже мог сэкономить где-то $1500, если бы с умом подошел к этому вопросу. Так, заводим Федора в RV. Много диванов. Да хуйня вся раскладывается, он в 2 раза больше будет, он как квартира будет. В сторону? Да. Дим, пойдем это посмотрим. самый крутой RV, который больших. Это свет. Вот это наша комната с Димой, да? Да, это ваша с Димой комната. Окей. Она тоже большая будет. Уф, ну вот. Короче, а я скромно вот там буду спать. Здесь можно пожар. На кровати тебе прям, что ли, хочешь? Ну, туда, да, в ту сторону, чтобы они не мешались в проходе. Какой здесь? Мы Давай в душ году посмотрим. едем втроем. А теперь представь, с 7 мы ехали. Раз и 7 били. Толкан. Это у нас душик здесь. Неплохо. Лучше, чем на яхте. Как же я заебался на яхте, блядь. Багажник есть, но он не для велика. Вот туда смотри. Нормально, смотри, ничего не ударит там. Все, нормально, короче. Давай, туда его.
Диман, ты такую хуйню водил когда-нибудь? Нет. It's gonna be the craziest year so far because I never saw something like this in terms of tickets. То пацана, айтишный стартап охуительный. Прям охуительный. Миллионеры-айтишники из Сан-Франциско купили бэушный Boeing 747 и распилили его, сделали из него типа такой тусовочный арт-кар. И первый год, его привозят. Boeing, блядь, 747. Это настроение бёрнингменовское такое охуительное. Потому что я уже представляю, что будет за пиздец, а вы еще не представляете. А вы как рестарите туда попадают? Чувак, попадают. Ну, она с подружками приехала просто, чё? Или парень упоролся там, где-то гуляет. С тёлкой ехать плохая идея. Для кого? Ради чего? Вообще, ты говно все забудешь. Я вообще не понимаю, зачем это надо. Зачем все это надо, когда ты это все равно забываешь уже через полгода. Я вообще ничего не помню с того, что я учил. Да, надо. Я человек, который нанимает на работу. Ко мне приходили чуваки с дипломами, там, с крутыми универами. А мне чувак устраивался, из Гарварда. Ему задаешь там на позицию маркетинга. Ему задаешь там 20 вопросов, он вообще нихуя не шарит. До свидания. Мне этот диплом нахуй не нужен вообще, левый Вася, который ответит на все мои вопросы, я его найму в первую очередь. Закончил универ, пидор. Сразу клеймо тебе, на. Виктор самый богатый человек, которого я знаю. Ты без языка приехал? Я вообще не говорил на английском. Елки растут. Вообще другой климат, конечно, здесь. Почти конечно, Россия. Чувак, это вообще это другая планета здесь. Лейк-Тах, это так пиздато утром будет. Так. Текущий статус. Мы без билетов с Дмитрием. Текущая цена билетов $2200. Это Виктор. Его друг стоит в очереди на лайн, который откроется через 6 часов. Да, он еще будет еще стоять. 10 часов стоять. 10. И тогда, может быть, нам скажут, что там продаются билеты за... Скорее всего, не скажут. $600. Ну да, там нет не связи. Продаются, думаю. Поэтому вам придется покупать за 2200. Очередной тупорылой статьей расходов стали билеты на сам Burning Man. Всего есть 80 тысяч билетов. Значительную их часть распределяют среди малоимущих и отдают в крутые кемпы. На открытую продажу в итоге поступает около 20 тысяч билетов, и они продаются в апреле. Естественно, мы все это профукали. Там и еще на OMG Sale, которая проходит в июле, когда продаются уже буквально какие-то жалкие тысячи, там пару тысяч билетов, они стоят $450. И как обычно происходит во все годы до того, как я решил поехать на Burn, всегда не было проблем купить билеты с рук, прямо перед самим событием. Но 2018 год, как и 2017, ознаменовался криптобумом, и поднаторевшие на написании скриптов для ICO-шек ребятки выкупили все билеты просто в секунды на обоих сейлах. То же самое было в этом году, кстати. И потом, как и любой нормальный спекулянт, они выставили их за конский ценник. Когда мы начали мониторить цены за неделю до события, они уже стоили $1500, нас душили жабы. Мы хотели покупать так дорого, в 3 раза дороже. И друзья каждый день нам говорили, что будет дешевле, прям в последний день стопудово цены упадут там до 600, до 400 обратно. И в последний день мы в итоге купили билеты за 200 где-то баксов плюс налоги. Получилось 2,5 примерно. В 5 раз дороже.
Если уж дошлифовывать мою диаграмму, то можно еще вспомнить про то, как я покупал билеты на самолет. А именно, я брал их по одному, сначала один туда, потом один обратно, потом я еще менял тот, который обратно, и в итоге я там тоже 300 баксов, наверное, лишних потерял. Если бы брать билеты сразу туда-обратно, вышло бы в 2 раза дешевле, и тут тоже можно было срезать. Итак, мы видим, что довольно легко можно было потратить в 2 раза меньше денег и вообще никак качественно не ухудшить отдых. Было бы все то же самое, просто дешевле. И еще и легче передвигаться по территории. Об этом в следующий раз. Дальше. Можно больше. Парням что-то холодно, не знаю. Не вроде норм. Сегодня закупаемся едой и прочим говном в Burning Man. Потому что здесь organic food. Ты еще не слышал? Так, в общем, парни набрали еды, но нам немножко не понравилось, мы набрали вот свои еды, чуть-чуть больше мяса тут оказалось. Ну и получается вот что-то такое. Мы собирались всемиром, со всем этим добром, 7 великами, изначально в одном RV тусить. Я видел фотку вещей Бини. Там 6 или 7 коробок вот таких вот. 7 великов, 7 человек. И это все в нашем собиралось быть или в их? В их. В их маленьком? Пиздец. Еды просто какое-то количество, я столько никогда не видел. Да. А сколько там в конце денег? $2,000. Нам наше вот это добро все. Ты брал, помнишь? Или... Надо, чтобы нам чеки проверили. Вот по тому чеку вот здесь проверяют охранники, короче, наши корзинки. Теперь осталось мне не купить билеты и поехать домой. Огнестрел, да? Вон патроны внизу к нему. Просто на ID свой. Показываешь свой Невада ID без разрешения, без 700 нихуя. баксов всего ружье? 200 вон, 296, Чувак, 227. Мы на свой билет могли 10 ружей взять, просто арсенал какой-то. Да, вон справа, смотри, какие жесткие. В общем, чуть мы не поехали на одном RV всемиром. Со 7 великами и со всем этим дерьмом, которое у нас вот напихано. Мы еще не закупили воды, ни бензина, ничего. Чувак, мы сейчас... Грубо говоря, сейчас шмотки занимают все места практически, которые занимаем мы втроем. А эти шмотки это даже не полная часть того, что нам нужно. От 3 человек. Блять, 7 человек я, кстати, не могу представить. Больше, чем в 2 раза. Представляешь, даже тупо они тут не поместились сейчас. Да. А у Бини 6 коробок огромных с одеждой. А мы изначально собирались ехать в их RV, который был меньше, чем этот. Да, он еще меньше. Охуительно. Ну, было бы весело в тесноте, да не в обиде. Приехали мы в Walmart, и оказалось, что здесь гораздо больше бернеров закупается, как мы и ожидали. Вот сюда, right here, а? Да, давай. Да? Немножко меньше, чем наш. Вот в таком мы хотели всемиром тусить. Глаз. О, looking nice, yeah. Beautiful. Just saying everything in one glasses. Братья. Все просто в лопат. Ребят, туда едет 70 тысяч человек. А вот, Volkswagen, да? Да. Смотри, вот тот вот, как выглядит, он вдалеке. Да. Какие прекрасные. Это школьный автобус, скулбас. Его полный людей, смотри. I am Charlie, and I'm your friend. Please don't go and stay with me. I am Charlie, and I'm your friend. Please don't go and stay with me, stay with me. Я думал, как такой взял, когда сказал 7 штук, я сразу понял, какой ты взял. Таких не рентуют. Ты фотограф, да, получился? Я фотограф и типа kinda popular blogger from No, Russia. blogger not kind of popular, just a beginner. Бернеры, как саранча, смели просто все уже отсюда практически, все пусто. Просто нет нихуя. Это Ральф гигантский магазин. Все просто сметено. Снеки отсутствуют. Что это такое? How much? Чего? $89 за новый бэк. Мы купили такой же. Это просто такой же, как я купил. My was 110. Сырный уголь. Заехали за дошираками.
Взяли церемонию? Заехали за морозилкой и канистрами. Еще какая-то корзина у нас забита. Короче, какое-то адское количество вещей. Вот еще и это. Третье. Купили воронку для бензина с блесточками. Нашли Асти Мартини наконец-то. Короче, вот еще 4 куска говна, которые нам нужно взять. Представьте все это. Плюс 7 человек в маленьком RV, плюс 7 велосипедов. Пару тысяч долларов еще, да? Вот это, вот это, вот это и вот это. А еще и вон то. Пиздец. Решаем, какую воду брать. У всех еще больше, чем у нас. А все наше говно не влезает в нашу гигантскую RV. Они, короче, в мелкую легковушку 5 великов. И еще 5 человек сверху. 5 человек, да, с вещами. О, наш братан. А нам нужно 2. Такие булки. Сколько там квадратных метров, по-твоему? Бля, чувак, он как огромная квартира будет. Он в 3 раза раскладывается. С две стороны отсюда и одна сторона с той стороны. А велик это всего 3, прикинь? Ну, да. На 3 человек? 3 его взяли. У каждого по комнате что-то. Сколько он стоит? Чувак, я хочу у них спросить, где они его взяли, потому что я не видел, что такие рентовали. Эта херня выглядит в 2 раза больше, чем наш. Не будем экономить на еде и бензине, допустим, потому что они нам ставили каждому всего в 700 баксов. И это, как вы видите, не очень большая статья расходов. Но можно и на этом сэкономить. Если еще дальше развивать эту тему, можно вообще туда ехать на попутках и без еды. Ведь Black Rock City – это место, где нет денежных отношений. Вас все угостят, вас все покормят, вас все приютят, если вы попросите. В целом можно ехать туда просто бомжом и не париться по поводу еды и ночлега. И уповать на то, что вы найдете где помыться. Так некоторые делают, так делают даже многие, но это на ваш страх и риск. Когда у нас закончилась еда, она закончилась где-то на 5-й день, просто идешь, чувствуешь, где вкуснее пахнет, идешь, заходишь в гости и кушаешь там. Нас кормили португальцы, нас кормили украинцы. Кого встретишь, те и кормят. Это так и работает на Берни. Ты что-то даешь, тебе что-то дают. Не ждешь подвоха. Ну, почти никогда. В Black Rock City нет денежных отношений. Единственное, что официально там можно купить, это лед. На другом полюсе есть такие, наоборот, лухари варианты, когда туда добираешься не на трясущейся машине несколько часов в очереди, а летишь на private джете, там есть аэродром, стоит 3000 баксов, и потом ты можешь жить в каком-нибудь крутом кемпе типа Казбы, в частном тенте. Тебя там будут готовить стейки, убирать, и все будет у тебя прекрасно. По моей информации, это стоит тут 10 тысяч долларов, но если вы хотите там тусить и жить с Пэрис Хилтон, я думаю, для вас это не деньги. Прошло еще несколько часов, мы наконец смогли купить билеты ебаные. Заполняем канистры бензином и валим наконец-то стоять в 10-часовой очереди на план. Пидоры, байкеры, их было много. Они были, короче, огромные, в кожаных костюмах таких. И, короче, один снимал другому штаны вот так вот и засовывал, короче, руку в трусы. Не этот же, но подобный. Вот это не зеленый. Нет, другой давай. Ну, пиздец, тоже там выглядит. Там точно наркоманы. Короче, ближе к Burning Man копы становятся лютыми и ищут траву и наркоту. Это Невада? Это Невада, да, чувак. Можно судить, потому что копы охуевшие. Такие чашки себе купили. Очень близко, возможно, последняя наша остановка. Нам нужно сейчас купить банданы. Поехали. Здесь все вокруг пытаются купить билеты, торгуют телом за них, но увы, в этом году адский дефицит. Здесь небольшой такой рыночек. Сейчас будем себе докупать шмоток. Итак, мы здесь видим вот небольшие такие ларьки, и очень уже пыльно становится. На самом деле в глаза все летит, пиздец. Да, могли бы здесь до хера чего купить на самом деле. Или она в 10 раз дешевле.
Камера уже начинает покрываться пылью. Подбираемся наконец-то к очереди из Орви. Раньше она была намного длиннее, но сегодня мы как-то скоротали путь, потому что не поехали ночью. I told you that line was like my first, second, third burn. It was starting at by the lake, by the fucking lake. Таха? Fucking lake is like 80 miles from here. Сейчас скажешь, там какой-то шторм, нам надо возвращаться в город, и сегодня нас не пустят. Nobody goes going back. Yeah, so why should we? Всех разворачиваю. Конечно, там пылевой шторм, но как бы это вроде норма. Такой чувак интересный, смотри, на Range Rover на старом, с такой бородой. Бородач. Да. Я не верю, что тех чуваков развернут, они вон поехали Я спокойно тоже. дальше. What if he said? Чувак просто положил хуй. Should we do the same? Where are they? the same? Oh, he's right there. R-R-A-D. Have you seen the lady or no? Go. Yeah, I think so. Go. Чё го? Wait, I А где он палит? don't know. Vince! I don't think, I mean, Не, нахуй. no. Погнал, да? Дима нервничает. Дима нервничает. I think they're gonna send us back. Вот и все, ребята. Оставим эту тему до следующего раза. Сейчас же можете посмотреть мою шматью на сайте, попробовать мой промокод. Имейте в виду, что все это шьется сложнее, это вам не майки, поэтому я сделал так, чтобы конкретные вещи шили под конкретные заказы, и поэтому чуть-чуть дольше будут они отправляться. Вот эти вот кислотные я вообще вручную acid-вошу, но мне это нравится, кстати. А я пойду тестить маску для сна в самолет до Парижа. Glaubst du, dass die Deutsche keinen Humor hat, ha?